у меня нет однозначного ответа, но мне кажется, что это такой способ описания мира. Вот. За счет образов, как бы. То есть художник, он выбрасывает как бы в мир образы этого мира, вот, и таким необычным, странным образом его описывает, потому что описывают мир там, ну, многие там, журналисты те же, там, политики описывают мир. Вот. А это вот такой немножко как бы необычный способ описания мира. Вот я бы вот так сказал. Ну, я, в принципе, я в искусстве, в современном искусстве достаточно давно уже. Вот. Мы вот работали с Володей вместе, у нас был достаточно успешный проект. Вот. А как бы в свободном плавании, ну, сколько, года 3, наверное, или 4 я где-то нахожусь. Вот. И сказать, что вот прямо я какой-то сейчас вижу какой-то большое значение или какой-то большой смысл, вот, я как-то не могу так сказать. Я работаю, вот, мне, в принципе, нравится свободный полет. Вот. Появились какие-то другие там, идеи, что-то, да, я даже медиа какие-то поменял. Вот. И, короче, я работаю, и это как бы, это, ну, это как процесс. Вот. Важен, как известно, не результат, а важен процесс. Вот. Ну, вот я себя считаю, что я пока что в процессе. Да. Ну, что их объединяет, мне кажется, что это все-таки это описание все-таки мира. Вот мне кажется, что искусство занимается, оно не меняет мир. Вот. Оно может вопросы какие-то ставить. Но вот чтобы искусство изменило мир, ну, есть несколько, например. Вот мне кажется, что вот Малевич изменил мир. Вот. Вот это, ну, таких, ну, Дюшан, там, я не знаю, ну, таких, это просто единицы, и потом он менялся не то, что вот он выставил свой черный квадрат, и мир изменился. Нет, конечно. Просто, видимо, и сам мир менялся вместе с ним, а он как бы пытался наиболее как бы адекватно выразить вот эти изменения, потому что это все очень взаимосвязано. Художник, мир, там, как он меняется, там, ну, как это, у художника должна быть интуиция, он должен чувствовать какие-то болевые точки этого мира, вот, и вот таким вот странным образом его описывать. Вот, может быть, так как-то. Но если иметь в виду там карьерный какой-то рост, то ну, вот, когда мы с Володей работали, это, значит, вот и один из поворотных моментов был, когда нас напечатали во флеш-арте, вот, потому что там был в то время был запрос на живопись, современную живопись, вообще в мире как бы. И вот с этого момента у нас началась такая карьерный рост вот в Европе, ну, вообще в мире как бы. То есть нас начали брать на какие-то биеннале, выставки крупные. Вот. Мы работали почти там, у нас было галерей 5 там, во Франции, в Лондоне, ну, в Нью-Йорке. И вот как-то вот с этого вот начался вот такой как бы рост. Ну вот это, может быть, ну, такой поворотный был момент. Ну, может быть, поворотный момент, когда мы с Володей еще расстались. Потому что мы долго же работали вместе, мы больше 20 лет работали вместе. Вот, то есть это, ну, целая жизнь. Вот, и когда как-то мы, ну, разошлись мы спокойно. Вот, ну, просто, ну, на наш взгляд, вот этот проект наш, который мы делали, он закончился. Как бы. Ну, это, естественно, все заканчивается, да. Вот Советский Союз тут развалился. Вот. Мы с Володей начали совместную деятельность в 1994 году. Вот. И вот где-то в 93-м или в каком-то, вот, ну, короче, в 90-х, в начале 90-х вышел журнал «Флеш Арт», вот, на русском языке. Вот. И я должен сказать, что это как бы, он сильно как бы, ну, во-первых, как-то ошарашил, как-то непонятно все было. Вот. Я тогда еще учился в институте, вот, и вдруг вот я, ну, поскольку Советский Союз страна закрытая была, вот, у нас информации было, ну, очень мало, вот, интернета тоже не было, вот, а то, что делалось на Западе, как бы, ну, неоткуда было достать информацию, естественно, мы никуда не ездили, вот, и вот этот журнал, я думаю, что он повлиял, ну, в принципе, я думаю, на всех повлиял очень серьезно, вот, как-то стал задумываться, а что такое современное искусство, а что делать вообще, ну и так далее. Мне соцсети особо никогда не нравились. Вот.
Но я в последнее время, ну там буквально сколько там, 5 месяцев назад, меня почему-то затянуло в Инстаграм. Вот. Я, в принципе, сейчас делаю digital painting, ну, рисую на планшете, вот, и сразу же выкладываешь это в Инстаграм, и при этом там какие-то сюжеты, которые вот типа холст масла как-то, ну, как-то я не вижу смысла все это затевать, а тут как бы, ну, какие-то там уличные зарисовки. И ты как бы выкладываешь, вот, и сразу быстро получаешь реакцию. Вот. Потому что даже вот на выставке, вот, да, ну, сколько там придет человек? Там, ну, вот если небольшая выставка, то, ну, человек там 100, допустим, да? Ну, кто-то подойдет к тебе и скажет, что, типа, вот, старик молодец, там, значит, хорошо. Вот. И ты потом еще будешь думать, искренне он сказал или не искренне. Вот, значит, а здесь там как-то люди, которые нравятся, вот, они лайкают, там, типа, похоже на какой-то спорт, вот. Собирание лайков этих. Я одним словом скажу, недооцененное, я считаю. Российское искусство, оно правда недооценено. Ну вот если раньше, вот там, если вспомнить, например, нулевые, там, 2000-е годы, да, то тогда появился вообще, в принципе, интерес. Собственно, он появился со стороны мира, интерес, когда рухнул Советский Союз, сюда все, значит, поехали. Было и просто интересно узнать, а что, собственно, делается, а как, и что. Вот. Но это все очень быстро закончилось. Вот. Ну и потом уже где-то с нулевых, там, с 2000-х годов у нас в стране появился интерес к современному искусству, что это такое, с чем это едят. Вот. А сейчас, мне кажется, как-то я даже, ну вот я могу сказать, что вот, то ли, может быть, из-за политиков все это делается, вот, но какой-то вот просто никто не интересуется вообще. У нас вот год назад, что ли, была выставка, то ли в Цюрихе, по-моему, вот. Соцреализм называлась она. Вот. И у нас взяли гигантскую там картину, самую большую нашу картину, вот. Ее напечатали на трамвае даже. Вот. Оно, то есть, трамвай с нашей картиной ездил, значит, по Цюриху. По-моему, Цюрих, я вот точно не помню. Вот. Но факт тот, что они художников даже не пригласили. То есть я был так удивлен, поражен всему этому. Так что вот, я не знаю, конечно, может, все изменится. Вот. Оно тут сложно что-то предсказывать. Но пока мне кажется, что все это, конечно, сильно недооценено вообще в мире. Есть у Пьера Дель Франческо такая Мадонна дель Парто называется эта Мадонна. И я помню вот эти кадры из ностальгии Тарковского, вот, где показывают эту Мадонну, там какие-то там птицы летают, значит, ну какие-то фантастические кадры. Ну вот собственно, вот эта Мадонна дель Парто, это беременная Мадонна. Там два ангела, и в центре, значит, фигура Мадонны. И вроде как говорили, что женщины, которые хотели забеременеть, вот, они приходили там и молились на нее. Вот, и говорят, что, значит, иногда получалось. Ну и вот это одна часть, да, этой истории. А вторая часть истории – это в Италии есть очень много таких огородиков. Как бы, они причем так неожиданно в каких-то разных местах появляются. Вот. Мне рассказали, что эти кусочки земли дают пенсионерам, вот, чтобы они как-то что-то выращивали, потому что земля. Вот, они не в собственности у них. Вот, там, когда пенсионер умирает, вот, то дают другому. Там очередь стоит вообще. И вот я, собственно, заинтересовался этим и вот начал рисовать вот такие места, вот, как бы такие. Ну и решил поместить туда вот как раз вот эту Мадонну дель Падро, да. Ну вот как-то, да. Меня у меня они проходили под таким названием, типа «Место Бога». Как бы. Ну, ты как бы, по сути, как бы такую сакральную вещь ты помещаешь в такое профанное какое-то пространство. Вот. Ну и как бы вот как-то вот так.
Ну, правда, ну, это как, ну, часть жизни, собственно. Часть жизни, очень важная часть жизни. Вот. Это всегда как бы... иногда это бывает и как бы и... ну, как бы не всегда это просто, в общем-то. Вот. Но это, ну, необходимость, что ли, какая-то человека любого. Вот. И, и хорошо, когда там люди понимают друг друга как-то. Вот. Конечно, не случаются и какие-то споры, ссоры. Там, если человек не ссорится, то ну, как-то это тоже скучно. Такого не бывает. Вот. Ну и что? Ну, это вот, ну и, конечно, дети. Дети, это же вообще, я считаю, что... ну, мне жалко людей, у которых вот нет детей. Вот. Потому что, ну, это и продолжение, и потом это, ну, просто это дико интересно. Там, наблюдать за ними, там, как-то, что-то как-то общаться, вот, смотреть, как они растут, дети. Вот. Это все очень, мне кажется, очень, ну, захватывающе. Как бы. Ну, я думаю, что сильно повлиял на мою жизнь. Мне Маша всегда и помогала, и до сих пор помогает. Вот. И сейчас я даже вот могу вот сказать, что вот мы когда с Володей работали, она и нам с Володей помогала очень много. Вот. И вот когда нас было двое, вот, то у нас там как бы, когда ты в паре работаешь, вот, там есть одно, как бы, там, конечно, есть преимущества и недостатки, вот, но одно из достоинств, как я считаю, это ты все время в диалоге находишься. Вот. А это важно, в принципе, находиться в диалоге, вот, что-то обсуждать, там, придумывать вместе, ну и тому подобное. Ну, а когда мы сейчас вот как бы поделимся, вот мне этого диалога не хватает. Вот. Я иногда с Машей, ну, причем Маша сама, точнее, даже, вот. То есть, ну, как бы Маша стала моим как бы партнером, ну, в некотором смысле, конечно. Вот. Потребности объединяться, это вот, во-первых, диалог, конечно, вот. А потом, ну, в сообществах, я думаю, что как-то разные люди, они что-то делают лучше, что-то хуже, вот. И как бы, когда ты работаешь на как конечный результат какой-то, да, то, соответственно, там ты делаешь то, что у тебя лучше получается, то партнер твой делает то, что у него лучше получается, а в итоге как получается такой симбиоз, как бы, и, как правило, хороший результат. К современному искусству нужно быть подготовленным, потому что в современном искусстве есть контекст этого самого произведения. Вот всегда. Вот. И если ты его не знаешь, то ты просто мимо пройдешь и не поймешь, что это вообще искусство. Вот. К сожалению, это так сейчас. Вот. Поэтому, чтобы смотреть вообще современное искусство, его нужно изучать. Нужно читать какие-то книжки там, про современное искусство. То есть вникать. Вот. И поверьте мне, что это, в принципе, интересная вещь. Это, когда ты знаешь контекст, вот, то ну, у тебя просто искусство совершенно по-другому становится. Ну, ты воспринимаешь его по-другому и понимать начинаешь. Вот. Ну, покупают там по разным, я думаю, причинам. Вот. Кто-то просто над диваном, у него там голая стенка, надо что-то повесить. Вот. Кто-то покупает, например, для того, чтобы... Ну, это ну, можно сравнить с какими-то там, не знаю, акциями вот, на бирже. Вот. Ты купил какого-нибудь малоизвестного художника, вот. Но так, чтобы еще угадать, это тоже нужно и чутье, как бы, и понимание всего этого. Вот. Ну и художник там по жизни, его работы, они дорожают, дорожают, дорожают. И это такое, как бы, вкладывание денег, ну, скажем так, в современное искусство. Да, ну и еще, конечно, это вот это любители, которым просто нравится. Ну, они разбираются, они любят современное искусство. Вот. Собирают как коллекции современного искусства, очень много коллекционеров. Вот. Для них это вот, ну, это, для них это какая-то часть жизни. Вот. И многие потом вот такие большие серьезные коллекционеры, они завещают потом свои коллекции в музеи. Вот. Ну, даже вот музей там Гугенхайма, например, это же просто был коллекционер, да, которому нравилось все это. А сейчас это известнейшее по всему миру, почему, по-моему, филиалы, да. Ну, не по всему, почти по всему. Вот. Так что вот такая, наверное.